Всем привет! Вы на канале Гараж 28. Как и обещал, кратенький обзор вот этого приобретения с AliExpress. Это индикатор напряжения. Обладает двумя кнопками. Одна включение с одним звуковым сигналом и выключение с двумя. Ну, это просто фонарик. Итак, что может данный девайс? Он может распознавать напряжение в проводах. Итак, несколько примеров. Это у нас какой-то советский торшер был. Благо у меня еще есть розетка, в которую можно воткнуть такой штепсельную вилку. И лампочка с 14 цоколем. Так, включаем. Сейчас воткнуто в розетку. Проверяем, есть ли напряжение у нас на проводе. Показывает, что есть. А здесь нету. Теперь включаем выключатель. Лампочка загорелась и индикация со звуковым сигналом присутствует. Выключаем, значит здесь обрыв. То есть напряжение у нас здесь обрывается. А сейчас переверну вилку, то есть у нас здесь предполагается, что рвется фаза. Но если мы перевернем сейчас вилку, то у нас фаза пройдет целиком, а 0 оборвется здесь. Проверяем. Напряжение на вводе есть. Про что я и говорил, сейчас у нас оборвался 0. И несмотря на то, что лампочка не горит, напряжение он здесь показывает. То есть фаза прошла по прямому проводу, прошла через лампочку и доходит прямо до выключателя. Ей не хватает сейчас уйти в 0. И все, пошло. То есть этот нюанс тоже нужно учитывать. Опять переворачиваем вилку, молчит. То есть сейчас опять обрывается фаза, а 0 целиком проходит до выключателя. Сейчас включим, фаза побежит через лампочку, уйдет в 0. Так и есть. Это у нас было напряжение 220 вольт. Перейдем к более низкому напряжению, 12 вольт. Включаем стенд, здесь у нас 12 вольт. Напряжение есть. Так, плюс и минус. Плюс показывает, минус не показывает. Подключим какую-нибудь нагрузку. Вот тут у меня из подгонов от друзей какой-то вентилятор сломанный. Его хотели выкинуть в помойку, но я забрал. Думаю, может быть пригодится. На самом деле нахрен не нужная вещь. Работает. Плюс показывает. Минус тоже показывает. При этом отключаем. Минус не показывает. А плюс показывает. Прикольно. На общем проводе, где и плюс, и минус идет, напряжение показывает. Итак, плюс еще раз показывает. Минус не показывает. Опустимся еще ниже на дно. 5 вольт. Обычный USB шнур. То есть зарядный шнур на микро USB с подсветкой. Показывает, что там есть напряжение. То есть он даже понимает 5 вольт. Но вы скажете, что здесь наводится магнитное поле, потому что светодиоды срабатывают. Да, возможно. Сейчас отключу зарядник от телефона и попробуем проверить этот провод. Здесь сейчас ничего не наводится. Нагрузки в виде какого-нибудь устройства, которое заряжается, нету. Светодиодов нету, но он показывает, что там есть напряжение. Так, телефон сразу на зарядку. Так, с 5 вольтами понятно. Ну и сымитируем вообще классическую, так скажем, ситуацию. У нас оборвался удлинитель или провод, и мы не знаем где. Подключаем напряжение. Так, фазу он определяет. Напряжение у нас здесь есть. 0 нет, фаза есть. Тут все вместе есть. Так, то есть это у нас фазный провод, а 0 мы не можем определить. Посредством перекидывания вилки, то есть полюсов вилки, мы можем проверить и второй провод. Так, сейчас отключу. И сымитируем обрыв провода. Так, что у меня там контрастность сработала. Так, сделаем, что у нас он типа случайно порвался. Мы его дернули или что-то подобное. И у нас не будет контакта. Так, включаем вилку в розетку. Сюда какую-нибудь нагрузку повешаем в виде той же лампочки. Включаем, ничего не работает. То есть ведем по проводу. И сигнал пропал. То есть здесь у нас обрыв. Сейчас поменяем контакты вилки местами. Теперь у нас фазой станет вот этот провод, который у нас не оборван. Ведем. И все нормально. И напоминаю, сейчас фаза у нас проходит полностью через, даже там все пищит, через удлинитель, через розетку, через лампу и возвращается обратно. Проверяем вторую жилу. Фаза доходит до сюда и не уходит в 0. Так, наводка пошла. Надо, чтобы, конечно, провода были довольно сильно разделены. Идет, идет, идет. Пропало. Вот место обрыва. Все понятно, да? Довольно удобная штука.
Учитывая, что она стоит где-то 100-150 рублей, я ее брал за 60 рублей, но доставка была 90 рублей. Обошелся в 150 рублей. Я считаю приобретение нужное, тем более для самодельщиков, для электриков, для ремонтников, кто сталкивается с поиском неисправностей в электропроводке и прочее. Этот девайс найдет обязательно свое применение. Ну, фонарик я не знаю, сейчас посмотрим, как будет светить. Быстрее всего символически, да. Наведем на стену, выключим всю подсветку и фонарик. Ну, так, скажем, под ногами что-то разглядеть можно, но упавшую гайку таким светом точно не найти. Хотя кажется, что он яркий. Это всего лишь маленький светодиод 3-миллиметровый. В принципе, больше даже рассказать и нечего по этому индикатору. Я считаю, что не зря его купил. Так, кстати, по батарейкам. Я не сразу даже понял, как он открывается. То есть вот этот, так скажем, фиксатор, который у нас является держателем, да, карманным, он же является фиксатором крышки батарейного отсека. То есть он просто съемный. Сдвигается одна из частей корпуса. Здесь у нас две мизинчиковые батарейки, 3А. Вот он бипер, который пищит постоянно. Закладываем держатель карманный и защелкиваем. Все. Единственное, что неудобно, это если его потянуть, а он потянется, когда он будет в кармане, да, он открывает батарейный отсек и так может разобраться. Но я, допустим, в карманах практически не ношу никакие инструменты. Они у меня всегда где-то или в пакете, или в сумке передвигаются. Ну и вот такими вот вещами, да, у нас типа на индикаторных отвертках такие же есть крепления. Я никогда ими не пользуюсь. На фонарике есть такое крепление, да, им пользуюсь. Потому что фонарик приходится вешать на себя, чтобы видеть, что происходит перед тобой. А отвертку индикаторную вешать на себя, ну я не знаю, может кому-то пригодится. Мне вот не нравится, что она вот так сразу открывает отсек. Это минус, это не доработка. И в принципе из минусов все. Больше по этому детектору напряжения нечего сказать. На этом все. Кому понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на основной канал, на лайв канал, на Инстаграм, вступайте в нашу группу ВКонтакте, подписывайтесь в ТикТоке, на Яндекс.Дзене. Как всегда, всем спасибо за просмотр, всем всего самого наилучшего и всем пока.